Всем привет! Канал Видеотой представляет многофункциональные смарт-часы на 7-й платформе Android KingWear KC05 и KC08. Это одни из последних моделей от компании KingWear на начало 2019 года. Часы выглядят дорого и стильно. Удобный широкий ремешок с классической металлической застежкой и с большим разбросом по обхвату запястья. Корпус влагозащищенный. Несмотря на размеры, дизайн настолько гармоничен, что часы будут хорошо смотреться и на худенькой руке, и на большой руке. По сегодняшним меркам в этих моделях очень мощная аппаратная начинка. В аппаратной части и по функционалу модели KC05 и KC08 абсолютно идентичны. Разница только в том, что в KC08 есть керамическое кольцо вокруг дисплея, вот чуть-чуть приподнятое как бы. Смотрится красиво. И с этим связана чуть большая стоимость данной модели. В остальном никакой разницы нет, поэтому выбирайте между этими моделями по внешнему виду. Кстати, в описании под этим видео мы периодически публикуем купоны на скидку для подписчиков нашего канала. Так что, пожалуйста, подписывайтесь и можете воспользоваться купоном. Что касается начинки, надо сказать, что KingWear это один из ведущих китайских производителей смарт-часов, и их устройство отличает хорошая элементная база, функциональность, и все это при сравнительно невысокой цене. Подробные характеристики устройств вы можете посмотреть на сайте videotoy.ru. Я остановлюсь на основных. Операционная система в KingWear KC05 и KC08 7-й Android. 4-ядерный процессор MediaTek. Оперативная память 1 гигабайт, накопитель 16 гигабайт, что более чем достаточно для подобного устройства. В этих часах AMOLED дисплей разрешением 400 на 400 пикселей, то есть очень высокая плотность пикселей. И посмотрите, вот как я не наклоняю дисплей, да, он все равно читаемый и контрастный, четкий, вот даже так, да, почти вот 180 градусов, и все равно можно прочитать. То есть дисплей на самом деле замечательный. Все необходимые модули коммуникации. Wi-Fi, Bluetooth, мобильная связь 4G. Карты используются nano-SIM. Вот слот для сим-карты. GPS, режим модема, поддержка мессенджеров, камера 5 мегапикселей с возможностью записи видео 720p. Пульсометр. Датчик положения, G-сенсор, диктофон, ну и так далее, и так далее, и так далее. Аккумулятор здесь повышенной емкости 620 мАч. Что касается управления, оно осуществляется свайпом по дисплею вправо-влево, вверх-вниз. Помимо этого есть две механические кнопки. Вот эта нижняя кнопка отвечает за шаг назад. При нажатии на верхнюю кнопку вы возвращаетесь на экран главного меню. И эта же кнопка отвечает за включение-выключение часов и за блокировку дисплея. Да, вот я его заблокировал, вот я его разблокировал. Теперь давайте посмотрим экранные циферблаты. Здесь их немного. Все они очень красивые, с такой интересной анимацией при смене. Вот, мне вот очень нравится. Помимо этих циферблатов можно закачивать какие-то свои, которые вам нравятся. То есть вот здесь, значит, есть такая возможность. Также вы можете включить отображение часов при, скажем так, при заблокированном дисплее. Вот сейчас у меня эта настройка включена. Я вам покажу, как свет уберу. Так, вот. Такой, ну, очень энергонезатратный режим, скажем, энергощадящий. Ну, смотрится симпатично. Можно отключить это отображение, если вам не нужно.
Итак, свайп вниз, значит, мы попадаем в такое меню состояния. Да? Не буду подробно останавливаться. Иконки, в общем-то, интуитивно понятные. Нет сим-карты, да, это вот сопряжение со смартфоном, да, вот можно его активировать. Здесь все достаточно много чего есть. Включение беспроводных сетей, Wi-Fi, Bluetooth, режим в самолете и так далее. Значит, музыка, погода. Вот, пожалуйста, сейчас погода. Да, вот сегодня. Свайпом вверх вы попадаете, так сказать, в меню фитнес-трекера. Вот это вот активность по дням недели, количество шагов, расстояние, сожженные килокалории. Здесь же можно настроить ваш трекер, ну, точнее адаптировать его под ваши параметры. Свайпом влево вы попадаете в главное меню часов, а дальше вы попадаете в меню фитнес-трекера. Разные режимы. Ну, давайте пройдемся по разделам меню. Контакты. Ну, сейчас, опять же, контактов здесь нету. Контакты можно синхронизировать с контактной книгой вашего смартфона. Набор номера. С журналом вызовов СМС, ММС. Настройки. Ну, тут можно вот адаптировать часы там под себя, как вам нравится. Настройки звука. Много чего есть. Выбор рингтона. В каких, ну, так сказать, в каких условиях он, так сказать, настроить уведомления, точнее, да, звуковые уведомления. Экран, яркость, спящий режим. Вот здесь, кстати, настраивается вот это вот Always Time. Это отображение часов при заблокированном дисплее. Стиль. Да, вот можно, смотрите, сделать так называемый стиль Round, да, по кругу. Видите, как интересно. Подключить. Раздел подключения. Да, беспроводные сети. Bluetooth, Wi-Fi, режим полета, GPS, мобильные сети. Ну, сейчас не активно мобильные сети, потому что не установлена сим-карта. Ну, режим энергосбережения, язык и ввод. Здесь можно подключить клавиатуру, язык выбрать любой, тут очень много языков, мультиязычный интерфейс. Дата, время, настройка часового пояса, формат отображения и так далее, и так далее. Удаление ненужных приложений, вот какие-то вот дополнительные информации об аккаунтах Google, состояние оперативной памяти, уведомлений и так далее. Часы давайте посмотрим. Вот модель KC08, версия Android 7.1.1, версия ядра и так далее. Здесь доступно, конечно, беспроводное обновление операционной системы. Встроен браузер, ну точнее предустановлен браузер. Если вам этот браузер не нравится, да, пожалуйста, вы можете установить там любой другой браузер, к которому привыкли, например, Google Chrome. Загруженные файлы, пока ничего нет. Календарь. Часы. Но здесь не только часы на самом деле. Здесь, сейчас покажу, мультибудильник, таймер, секундомер. Ну и, собственно, часы. Камера. Может снимать как фото, так и видео. Галерея, куда сохраняются все эти файлы. Музыка. Ну, опять же, здесь сейчас ничего нет. Диктофон. Диспетчер файлов. Давайте посмотрим. Вот, доступно 10,8 гигабайт. Ну, почему не 16, да, потому что часть занимает операционная система и предустановленные программы. Вот это значит наши папки. Так, пульсометр. Heart rate монитор. Ну, давайте померяем пульс. Да, вот все соответствует действительности. Фитнес. Значит, здесь вы можете более тонко, скажем так, настроить фитнес-трекер. Да, посмотрите. Пробежка, прогулка, скажем так, кардио в помещении, велосипед, активные игровые виды спорта и так далее. Очень тонко можно настроить работу фитнес-трекера.
погода. Ну, я уже показывал. Можно попасть как через это меню в раздел погода, да, так и свайпом вот вниз в раздел состояния, в разделе состояния. Голосовой поиск. Что важно, да, здесь есть Play Market. То есть вы можете расширять функциональные возможности вашего устройства, устанавливая какие-то приложения, ну, которые подходят, которые совместимы с аппаратной частью, скажем так. Но учитывая то, что здесь достаточно мощная начинка, хороший процессор, большая оперативная память, то очень много что можно установить. Да. Карты Google есть предустановленные. Вот. Так вот увеличивать все. Далее. Ассистент коммуникации часов со смартфоном. App Store. Ну, странное название. Здесь на самом деле готовые для скачивания, скажем так, мессенджеры. Facebook, Twitter, WhatsApp и YouTube. Если вам понравился обзор, если было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Оригинальные часы с гарантией можно купить на сайте videotoy.ru. Спасибо.